А сегодня мы отправляемся гулять по развалинам старинной крепости Нарикала. Итак, на горе Мтацминда над Тбилиси стоит давняя крепость Нарикала. Масса живописных развалин и просто волшебные виды на город. Совсем рядом находится ботанический сад, а канатная дорога связывает Нарикалу с самым необычным парком Тбилиси – Рики. Точная дата постройки крепости неизвестна, но сохранились данные, что в IV веке она уже существовала. А значит, крепость построили еще раньше, чем образовался город Тбилиси. Первое название крепости – Шурис-Цихи, что в переводе означает «завидная крепость». Такое название она получила потому, что была самым укрепленным и неприступным сооружением на Шелковом пути. За все время крепость никому не удавалось взять штурмом. Крепость несколько раз расширялась и достраивалась, сначала арабами в VII-VIII веках, потом монголами в XI-XII веках. Именно со времен монгольского нашествия крепость стала называться Нарынкала, что в переводе с тюркского означает «малая крепость». Примерно в XII веке в стенах крепости возник величественный храм святого Николая. Свои основные функции он выполнял до XIX столетия. После присоединения Грузии к Российской империи собор оказался попросту не нужен. Постепенно постройка приходила в запустение. И в 1818 году здесь открыли пороховой склад, который взорвался в 1827 году. Но есть и другая версия, что в 1827 году было сильное землетрясение, и в результате уцелел лишь фундамент и фрагменты стен, которые были обнаружены во время раскопок 1966 года. Теперь величественная святыня предстает перед путешественниками в строгом аскетичном стиле, соответствующей грозной крепости Нарикала. Внутри можно наблюдать фрески с библейскими сюжетами и сцены из истории страны. Стены крепости – это самая популярная смотровая площадка в Тбилиси. Отсюда открываются просто шикарные виды. С одной стороны на Тбилиси, с другой – на ботанический сад. Древняя цитадель сохранилась не целиком, а лишь фрагментарно. Высокие стены крепости словно вырастают из зеленых склонов холма. Через почти равные промежутки на них видны округлые башни, которые крепостной гарнизон использовал для ведения огня. Каменный форт был сильно разрушен землетрясением, однако в некоторых местах на стенах сохранилось аккуратное зубчатое завершение. В некоторых местах взбираться на стены крепости довольно опасно, так как нигде нет специальных ограждений или лестниц. Одно неверное движение и можно сорваться в пропасть. Пожалуйста, будьте осторожны. На вершине крепости Нарикала установлен крест. Это место является высшей точкой старого Тбилиси. Многие путешественники стараются попасть к крепости, чтобы осмотреть Тбилиси сверху. Прямо под холмом течет Кура и отлично виден широкий автомобильный мост Метехи. Немного ниже по долине через реку перекинут ажурный мост Мира, ставший одной из современных достопримечательностей столицы Грузии. Это необычное мостовое сооружение было построено в 2010 году по проекту итальянского архитектора Микеле де Луки. По мосту Мира можно выйти в зеленый парк Рики. Со смотровой площадки также отлично видны президентская резиденция и золотой купол собора Святой Троицы. Возле церкви располагается сувенирный автомат с памятными монетками. Стоит 10 лари. Добраться к крепости Нарикала можно пешком или на канатной дороге. И в том и в другом случае вас ждут восхитительные виды. Подъем к крепости крутой и очень утомительный, особенно в жару, поэтому лучше подняться наверх на канатной дороге, а спуститься пешком. Нижняя станция канатной дороги расположена в парке Рики. Посещение крепости бесплатное. Вдоволь налюбовавшись видами и надышавшись свежим воздухом, мы отправляемся к мечети Джума.